Всем привет! Меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить потрясающий вкусный торт. Торт приготовлен на основе ангельского бисквита и нежнейшего заварного крема, сверху посыпан белым шоколадом. Торт очень вкусный, необыкновенно нежный и в меру сладкий. Я просто в восторге от этого вкуса. Данное количество ингредиентов рассчитано на торт диаметром 18 см, высотой 6 см и весом 1 кг. Давайте приготовим. Разделим 6 яиц на белки и желтки. Белки уберем пока в сторону, а желтками приготовим крем. К желткам добавляем 150 граммов или 7,5 столовых ложек без верха сахара. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем 20 граммов или 1 столовую ложку без верха пшеничной муки. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем 300 граммов густого натурального йогурта или сметаны. Перемешиваем до однородного состояния и ставим вариться на плиту. Варим на среднем огне, постоянно помешивая лопаткой. Когда масса начинает сгущаться, меняем лопатку на венчик. Делаем огонь минимальным и постоянно помешивая, доводим массу до закипания. Закипевшую массу, постоянно перемешивая, провариваем на маленьком огне примерно 1-2 минуты. Готовая заварная основа по консистенции должна быть как пудинг. Снимаем кастрюлю с огня и ставим в чашу с ледяной водой. Перемешивая, остужаем до комнатной температуры. Для приготовления крема нам понадобится 100 граммов мягкого сливочного масла комнатной температуры. Заранее достаньте его из холодильника. Накрываем заварную основу пищевой пленкой в контакт и оставляем на столе. Приготовим ангельский бисквит. Тесто готовится достаточно быстро, поэтому уже сейчас можно включить духовку нагреваться до 180 градусов и подготовить форму для выпекания. К белкам добавляем щепотку соли и на небольшой скорости миксера взбиваем белки в легкую пену. Когда белки взобьются в легкую пену, добавляем к ним 1/4 чайной ложки лимонной кислоты и 50 граммов или 2,5 столовые ложки без верха сахара. На средних оборотах миксера взбиваем белки до мягких пиков. Белковая масса не должна быть плотной, вот такой, до мягких пиков. Сразу просеивая, добавляем 70 граммов или 3,5 столовые ложки без верха пшеничной муки и 100 граммов или 5 столовых ложек без верха сахарной пудры. Аккуратно перемешиваем лопаткой круговыми движениями снизу вверх до однородного состояния. Долго перемешивать не надо, как только масса станет однородной, достаточно. Тесто должно оставаться воздушным. Перекладываем тесто в форму и равномерно разравниваем. Я выпекаю в разъемной форме диаметром 18 см, но форму закрываю пергаментной бумагой, бока формы ничем смазывать не надо. Чтобы тесто в форме распределилось равномерно, я вставляю в центр палочку и, не отрывая от дна, рисую палочкой спираль по часовой стрелке. Убираем выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут. У меня тесто выпекалось 35 минут. Готовность бисквита проверяем деревянной палочкой, прокалываем в середину. Если она выходит сухая, без остатков мокрого теста, значит бисквит готов. Оставляем бисквит в форме остывать на решетке до комнатной температуры. Остывший бисквит освобождаем от формы. Аккуратно проходим ножом по краю формы и снимаем форму. Скручивающими движениями снимаем верхнюю пленку бисквита. Она очень легко снимается. Очищаем бисквит от корочки сбоку и снизу и разрезаем пополам. Бисквит очень мягкий, нежный, разрезать его надо аккуратно. Бисквит очень вкусный сам по себе. Оставляем коржи на столе и доделаем крем. К
100 граммов мягкого сливочного масла комнатной температуры добавляем 15 граммов или 3 чайные ложки ванильного сахара. Ванильный сахар можно добавлять по вкусу. Взбиваем на максимальных оборотах миксера примерно 2-3 минуты. Хорошо взбитое сливочное масло должно стать светлым и воздушным. Заварную основу тоже взобьем миксером, чтобы она стала воздушной. Заварная основа, как и масло, должна быть комнатной температуры. Добавляем в масло половину заварной основы. Взбиваем на максимальных оборотах миксера до однородного состояния. Добавляем оставшуюся заварную основу и взбиваем до однородного воздушного состояния. Крем получается нежным, воздушным, легким, очень вкусным и имеет красивый кремовый цвет. Сразу отложим 2 столовые ложки крема. Этим кремом мы позже покроем бок торта. А пока накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник. Сформируем торт. На тарелку выкладываем первый корж, устанавливаем разъемную форму и ацетатную пленку. Делим крем на 2 части и покрываем корж 1/2 частью крема. Крем равномерно разравниваем. На крем выкладываем второй корж. Корж слегка придавливаем. Корж покрываем оставшимся кремом. Крем разравниваем. Накрываем торт пищевой пленкой и убираем в холодильник, чтобы крем стабилизировался минимум на 3-4 часа. При желании можно приготовить торт вечером и убрать в холодильник на ночь. Охлажденный торт освобождаем от формы и пленки. Бок торта покрываем ранее отложенным кремом. Белый шоколад нарезаем тонкими кусочками в виде хлопьев. Сначала я обсыпаю шоколадом бок торта. Потом посыпаю шоколадом сверху. Торт готов, его можно подавать к столу. Торт очень вкусный, невероятно нежный и при этом достаточно просто готовится. Советую вам его приготовить. Мне и моей семье торт очень понравился. Если вам понравился рецепт, тогда делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.